Полуденное солнце обжигало песок города Дубайра. Воздух дрожал над дорогами, а на стоянке перед роскошным отелем стояли сверкающие автомобили, символы богатства и власти. Среди них черный Роллс-Ройс, принадлежавший Адаму Аль-Хасану, одному из самых влиятельных предпринимателей региона. Он выходил из отеля в сопровождении телохранителей, в белоснежной одежде с часами, сверкавшими золотом. Все в нем излучало уверенность и власть. Жизнь давно научила его верить только в деньги, но не в судьбу. На ступенях перед входом, в тени колонны, сидела маленькая девочка. Грязная, босая, с растрепанными волосами, одетая в рваную тунику. Ее лицо было покрыто пылью, губы пересохли от зноя, но глаза, большие, темные, смотрели прямо на него. Адам почти не заметил ее. Он уже собирался сесть в машину, когда девочка поднялась. Она пошатнулась, сделала несколько шагов и тихо прошептала что-то, так, что услышал только он. Слова были еле различимы, но почему-то ударили прямо в сердце. «Не садись в машину». На мгновение время застыло. Адам остановился. Водитель уже открыл дверцу, мотор работал ровно. Все выглядело как всегда. И все же он почему-то замер. Через секунду раздался взрыв. Гулкий, ослепительный. Огонь взметнулся в небо, ударная волна сбила всех с ног. От роскошного автомобиля остался лишь искореженный металл. Толпа закричала. Телохранители бросились вперед. Адам лежал на земле, ошеломленный, не в силах поверить, что жив. Его сердце билось так сильно, что заглушало все вокруг. Когда он поднял взгляд, девочки уже не было. Только песок, уносимый ветром, стирал следы ее босых ног. Ни камеры, ни охрана не смогли потом найти ни одного следа ее присутствия. С тех пор Адам изменился. Он перестал строить дворцы и покупать автомобили. Деньги, что раньше служили тщеславию, теперь шли на помощь детям в пустынных поселениях. Каждое утро он начинал с молитвы, не за себя, а за ту, что однажды шепнула ему слова, ставшие границей между жизнью и смертью. Иногда, когда ветер приносил с села улицы песок, ему казалось, что он слышит тот же самый шепот. И сердце его каждый раз замирало от благодарности и страха перед чудом, которое нельзя объяснить.